Вы когда-нибудь задумывались о том, как работают некоторые вещи, которыми мы пользуемся каждый день? Наш мир настолько разнообразен, что мы даже не замечаем некоторые секреты повседневных вещей. Однако, узнав их, вы станете смотреть на эти вещи иначе. С вами канал Фактопс, и в этом выпуске я расскажу вам о 10 секретах повседневных вещей, о которых вы даже не догадываетесь. Погнали! Петли на кроссовках. Наверняка каждый человек обращал внимание на то, что заднюю сторону кроссовок и другой обуви часто украшает петелька. Однако, задумывались ли вы, зачем она нужна? Главным образом, петелька на обуви помогает вам удобнее обувать ваши кроссовки. Всего лишь что ухватил за петлю пальцем и тянешь на себя, не боясь испачкаться о грязную подошву. Но у этой мелочи есть еще несколько полезных функций. Эти петельки часто делают из светоотражающего материала, что повышает безопасность пешеходов в темное время суток, а американские хозяйки связывают пару кроссовок за эти петельки перед стиркой, чтобы те не растерялись в стиральной машинке. Следующий лайфхак тоже связан со стиркой. За петельки на задних кроссовках обувь очень удобно цеплять прищепками на бельевую веревку для сушки. Так можно не бояться, что кроссовки деформируются или на них останется след от прищепки. А еще некоторые модники используют петельку для необычной шнуровки вокруг стопы, и некоторые из них утверждают, что так обувь лучше сидит на ноге. Однако такое оправдание может быть только для некачественной обуви или же для ботинок, купленных не по размеру, так как хорошая обувь должна надежно фиксировать голеностоп безо всяких лишних манипуляций со шнурками. Полоски на упаковках. На тюбиках зубной пасты или еще чего угодно вы можете найти цветные полоски. Так, для чего же они нужны? И почему такие отметки присутствуют на всех тюбиках без исключения? Цветной маркировки на упаковках уже давно приписывают тайное предназначение. К примеру, говорят, что она отражает состав пасты, что зеленый цвет символизирует натуральный состав, красные не очень полезные ингредиенты, а паста черным квадратиком или прямоугольником и вовсе считается ядом. Но на самом деле все куда проще. Цветные полосы на тюбиках – это обычная производственная разметка. Она нужна для обеспечивания правильной работы робота-заправщика, который опознает конкретный тюбик при помощи светового луча и цветной метки. Они показывают, где и как нужно обработать изделие. Узоры на туалетной бумаге. Многие считают, что узоры на туалетной бумаге нужны только из эстетических соображений и для того, чтобы лучше вписывалось в интерьер. В целом так оно и есть, но также есть один важный момент. Узоры на бумаге служат для лучшего сцепления бумаги с кожей, что помогает эффективнее захватывать и удалять загрязнения. Полоски на клавиатуре. Если вы детально рассмотрите свою клавиатуру, то на буквах F и J найдете выпуклые полоски. Эти бугорки ускоряют процесс так называемого слепого набора. Если набирать текст не глядя на клавиатуру, то скорость печати существенно повышается. Ромб на рюкзаке. Нашивка в виде ромба на городских повседневных рюкзаках дизайнеры называют свиным пятачком. Разумеется, его так прозвали из-за специфичной формы. Городские повседневные рюкзаки с нашивкой в виде ромба сегодня можно увидеть у многих категорий населения. У офисных работников, школьников, студентов и спортсменов. И многие даже не догадываются о том, что это не просто модная деталь, а вещь, которая может оказаться полезной во многих ситуациях. Главное только знать, как ее правильно использовать. Через две эти прорези, расположенные в середине нашивки, можно легко продеть веревку, карабин, шнурок или провод. Таким образом, главным назначением этого приспособления всегда было облегчение жизни путешественникам и велосипедистам. На него можно легко повесить фляжку, фонарик или другой полезный предмет, который пригодится в пути или походе. Современная молодежь тоже сумела найти для этой нашивки полезное применение. Через нее можно продевать наушники, чтобы они не потерялись, а многие спортсмены и вовсе вешают через них кроссовки, связывая их шнурками. Также к этой нашивке удобно цеплять отражатели, которые обозначат ваше присутствие в темноте, и это обезопасит вас в темное время суток. Однако, разумеется, на сегодняшний день большинство этой нашивкой не пользуются, и она носит исключительно традиционное и декоративное значение. А пользуетесь ли этой фишкой вы? Напишите в комментарии. Пуговицы на задней части воротника рубашки.
Скорее всего, хотя бы раз в жизни каждый мужчина замечал, что на его любимой рубашке на задней стороне присутствует непонятная пуговица на воротнике. Этот непримечательный элемент достаточно редкий в современное время, и его можно найти только в некоторых дорогих рубашках. Но мало кто знает, что их история уже длится больше 100 лет. Когда популярная американская компания Brooks Brothers создала рубашку со специальным пристегивающимся воротником, у которого помимо 2 пуговиц спереди присутствовала и дополнительная 3-я пуговица сзади воротника. Ее расположение в этой области не должно вызывать каких-то достаточно сложных вопросов. Это просто пуговица, которая пришивалась для того, чтобы поддерживать ваш галстук в одном фиксированном положении, чтобы он не скользил и не выезжал за пределы воротника. Однако тогда были совершенно другие галстуки. Сегодня же такая пуговица не имеет специального или практического назначения, кроме как простой декоративной функции и дани уважения оригинальным рубашкам в более дорогих моделях. Цилиндр на проводе. Пожалуй, каждый владелец ноутбука замечал на кабеле своего гаджета небольшой цилиндр из пластика, небольшого размера на шнуре у разъема, но далеко не все знают, для чего он нужен. А ведь этот кусочек пластмассы весьма важен. Это такой фильтр, который подавляет высокочастотные помехи в электрических цепях, то есть он улучшает качество цифрового сигнала. Кстати, эти фильтры бывают и съемными. Отверстие в кончике колпачка шариковой ручки. Многие дети постоянно тянут все в рот, а дети школьного возраста любят грызть шариковые ручки, поэтому их решили обезопасить и сделали небольшое отверстие на кончике шариковой ручки. И теперь, если ребенок случайно проглотит колпачок и он застрянет в дыхательных путях, это небольшое отверстие не даст ему задохнуться. Стрелка рядом со значком заправки на приборной панели внутри машины. Если вы любитель прокатиться на машине, то наверняка не раз замечали на приборной панели стрелку. К сожалению, она есть не во всех машинах, ведь эта стрелка показывает, с какой стороны у машины бак. Мне кажется, что это незаменимая вещь, если вам нужно заправить арендованный автомобиль, в котором вы еще не до конца разобрались. Помпоны на головных уборах. Конечно же, все видели смешные пушистые шарики на головных уборах людей. Впервые они появились в 18 веке на шапочках французских моряков, которым надоело биться головой о низкие корабельные потолки и выступы. Позднее помпоны разных форм и цветов появились и на многих других армейских головных уборах. Благодаря им можно было определить, в каких родах войск служат их обладатели. А теперь помпоны служат в качестве украшения для одежды. А иногда помпоны даже используются для декорирования игрушек или украшения интерьера. О каком из этих секретов вы не знали, расскажите в комментариях. И не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.